Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, что бы в мире ни случилось, война или еще какая-то иная беда, вот что угодно, материальные блага всегда на первом месте. К сожалению, это так. Мир материален. И если у человека есть материальные блага, он может выжить. И он может продлить свою жизнь и купить себе жизнь дольше, чем другие. Даже в осадных городах выживали те, у которых дома были ценные вещи, которые можно было обменять на хлеб. То есть люди, чьи предки оставили какое-то имущество, какой-то достаток, эти люди обменивали этот достаток и покупали себе несколько дней жизни. Многие обогатились так, именно в таких осадных городах. Ну, не буду называть фамилии. Недавно умерла женщина под 50 или 60 лет, сейчас не помню. Она была фэшн-директор ЦУМа. Или ГУМа, как он там называется, уже не помню. Так вот, все их богатство семьи накопилось благодаря, ну, если так можно сказать, в кавычках, благодаря войне. Благодаря тому, что Ленинград был окружен, и он был в осаде. И вот дед и бабушка этой женщины, такие предприимчивые люди, да, шустрые, я бы сказала. Они, занимая хорошие должности, имея доступ к еде, к пище, к пищевой промышленности города, обменивали на хлеб, на тушенку, бриллиантовые кольца, картины именитых мастеров. То есть пользовались своим положением по полной программе. А потом, после войны, многие из этих шедевров они продали выгодно. Собственно говоря, создали такой вот имущество, да, собрали достаток для своих детей. Хорошо это или плохо, осуждаем или нет, ну, вроде бы они не крали, никого не принуждали, но пользовались ситуацией, понимая, что у людей нет выхода. И что им бриллианты и шедевры искусства как бы мало интересны в данный момент, когда дети гибнут с голоду. Так что материальные блага нужны всегда для поддержания государства, для поддержания армии государства, для всего нужны деньги. И тот правитель, который мог накопить, который мог обогатить свою казну, он, собственно говоря, и был самый могущественный, потому что он мог позволить себе держать сильную армию, да, вооружать армию. Он мог позволить себе строить мосты, города, помогать бедному населению, если те попадали в трудную ситуацию. Ну, собственно говоря, материальное решает очень много, если не все. И потому, чтобы не случилось, нам все время нужны деньги, нам все время нужно держаться на плаву, нам все время нужно купить и продать, если мы продаем, скажем, какие-то материальные ценности, либо свои умения, кто-то свои услуги оказывает. И им все время нужна клиентская база, им все время нужно, чтобы их работа приносила прибыль. И я вам уже говорила, что во все кризисные времена и страшные времена приходит на помощь магия.
И там, где люди погибали и не могли выжить, и теряли все, человек, который был свой среди сил вселенских, жил спокойно, где-то припеваючи, вольготно, без каких-то таких проблем, которые сотрясали страны и народы. Вот о чем речь. Поэтому иногда нужно отключаться от всего, абстрагироваться и хладнокровно переключить свое сознание на то, что нужно создавать и нужно идти вперед. Когда у человека стресс, когда у человека нервное потрясение, в этот момент наступает безразличие к себе, к своей жизни, к тому, что будет, где окажешься, все равно. Начинается депрессия, нежелание жить, и человек забрасывает свою работу, оставляет, откладывает в сторону. И тогда, когда уже как бы вроде все решилось, возвращается обратно к своей жизни, а там уже ничего нет, все потеряно. И работа, и клиентская база, если он там на себя работал. То есть все разрушено. Я к тому, что беды, они временные, они приходят и уходят. Но если в этот момент ты дашь слабину и всецело просто себя уничтожишь и сожжешь вот в этом плане, что не будешь думать о завтрашнем дне, вернешься назад, а там уже ничего нету. И вот тогда начнется страх и ужас за завтрашний день. Мой знак зодиака – Водолей. И вы знаете, в этом случае мне повезло, все-таки уникальный знак. В каждом вот страшном происшествии вообще Водолеев называют учителя человечества, лидеры, ведущие вперед. Это такие неунывающие люди. Они могли бы быть военачальниками. Кстати, многие из военачальников такие. Не хвалю свой знак, просто рада, что родилась именно под созвездием Водолея, потому что это человек, который при самой там тяжелой ситуации, почему-то Водолеев считают романтиками. Это далеко не так. Они очень приземленные и очень расчетливые люди в этом отношении. Вот всегда, что бы ни было в моей жизни, самые страшные адские ситуации, я вот материальную сторону отделяла от своих чувств. Я знала, что да, мне сейчас плохо, я не хочу жить, и чего там только не было, но в то же самое время я переключалась на работу, всецело отдавалась работе, работала машинально, как робот. И копилась определенная сумма, понимаете? И когда уже все это заканчивалось, я эту проблему решала, я не оставалась в воздухе, у меня не было такого ужаса и страха. Ой, что мне делать? Потому что это все вроде прошло, а отложенная сумма осталась, можно на это жить определенное время. Мне это всегда помогало. Я уверена, что у каждого из вас было какое-то чувство, вот когда такая безысходность и такой страх, такой ужас, что же завтра сделать? Вот прям жуть наступает, если можно так сказать. Вот это ощущение жуть, я понимаю, что это такое, когда просто холодеет тело от страха, от жуткого состояния, понимания того, что а что мне делать завтра? Вот уже все заканчивается. Вот чтобы такого не было, мой вам совет первый. Если вы начали какое-то грандиозное дело, и вы понимаете, что сейчас вот год такой, ну, неблагоприятный для этого. Ну, строительство, предположим. Вы понимаете, что там нужно много вкладывать, а год неблагоприятный. Мой вам совет, не надо ради людей жить. Что люди скажут, вот я уже сказала, обещала, что так сделаю, не смогла. Вообще плевать, кто что скажет. Отложите это дело, отложите эту большую задумку, отложите эту большую трату в данный момент. Сберегите эту сумму, не обязательно сейчас делать. Вот когда вам будет спокойнее, вот когда будет источник открыт и будут идти эти деньги, тогда продолжите. Ничего страшного. Умейте достойно отказываться от какого-то плана на время. Или остановите это. А не идти напролом
вот я сказала, я хочу, я должна вот показать, я на все пойду, чтобы это сейчас случилось, потому что я спланировала. Ничего страшного. Понравилось какое-то кольцо, вам хочется купить, но с другой стороны вы понимаете, что если вы сейчас все это купите, кстати, в магии, скажу вам, есть такая примета, на последние деньги нельзя ничего покупать. Любите себя, не отказывайте себе, если у вас есть возможность не отказывать. Но на последние деньги до копейки считать и платить за что-то нельзя. Это остановит поток денег. Дальше не придет. На все вот последние деньги нельзя ничего покупать. Так вот, вот понравилось это кольцо. Вы всегда такое кольцо хотели. Вот прям очень хочется купить. Но это дорого. Может быть, там несколько сотен тысяч. И вы понимаете, что если вы купите, у вас останется несколько десятков тысяч. И вы говорите, ну ничего страшного, в ближайшее время придут деньги же все равно. Они не придут. Вы это купите, они не придут. Или вы еще не продали машину, только позвонили, завтра должны приехать, а вы уже эту сумму в голове разделили. Это на туда, это сюда отдам, это там куплю, это туда вложу. Не придут эти люди. Это еще не твое, а ты уже делишь. Понимаете, есть мысли, не надо вперед паровоза. Вперед батьки бегать не нужно. Это неправильно. Так вот, отложите это. Ничего страшного. Это кольцо не единственное в мире. Вы, похоже, еще найдете, даже если его продадут. Но я вас уверяю, вот часто бывает такое, и не только со мной, у многих людей, когда человек с тоской смотрит на какую-то вещь и очень хочет купить, эта вещь не продается. Вот пока ты не накопишь, не придешь, не возьмешь, она просто не продается. Даже заказывают, отменяют. Не раз это было. Вы как будто бронируете ее, понимаете? Вот это смотря с какой энергией вы смотрите, и насколько вы в тот момент вот с желанием смотрите на эту вещь, она не уйдет. Если она ушла, она не ваша, но это редко случается. Чаще всего, если человек что-то заприметил, эта вещь тебя ждет. Поэтому мой вам совет: хладнокровно относитесь к этому. Лучше спокойно спать, не переживать о завтрашнем дне, а потом, когда накопится, пойти и купить, зная, что у тебя отложена есть сумма на всякий случай. Не надо слово «черный день». Черный день не люблю. Я вам говорила, черный день – это когда негр постучится в час ночи в твои двери. Это черный день. Копите на хорошее. Я коплю на отпуск, я коплю на, не знаю, расширение дома, я коплю на новый ремонт, на новую шубу. На хорошие нацельте эти деньги, а не на черный день. Потому что эти черные дни будут ходить вокруг вашего дома все время, если вы будете на них. Вы же цель поставили на черный день. Все, они должны потратиться куда-нибудь. Вот черный день к вам придет. Этого делать не нужно. Ну вот смотрит час ночи в домофон, а там Тайсон стучится. Пришел черный день, открывай. И деньги готовь заранее. На хорошее копите. Но всегда думайте, что отложенная сумма, она дает уверенность и спокойствие. Вы можете оттянуть время, можете заболеть, не выйти на работу. Эти деньги вам помогут некоторое время спокойно жить и вылечиться, понимаете? Все, что угодно может случиться, ты в воздухе не будешь висеть. Те люди, которые безалаберно живут, а есть такие люди, которые, знаете, ну, что-нибудь там сделаю, это сюда поеду, там останусь у этих, у тех там позвоню, вот за такси отдадут. Пойду в магазине запишусь, друзья отдадут. Эти люди никогда ничего не добьются в жизни. Это безалаберные люди, которые свою энергию разбазаривают туда-сюда, ни о чем не думают. В голове должен быть порядок, как и в доме. Так вот, абстрагируемся от всего иногда, а лучше всегда. И думаем о том, что мир материален. Что бы ни случилось, на хорошее и на плохое всегда нужны деньги. Именно поэтому денежные ритуалы всегда востребованы. Были и есть. И человек, если обращается к магии, да, первым делом что говорит? Вот деньги, мне материально подняться нужно. Первое, что нужно. И, как я вам уже говорила, лучше плакать от обиды в лимузине и золотыми кольцами, да, чем возле помойки. И вообще с милым рай в шалаше, только когда шалаш в раю. Больше никак. И вот поговорку армянскую, что когда
бедность заходит в дом, любовь прыгает в окно, это правда. Особенно, когда молодые, зависят от родителей, и за все должны у них просить деньги. И это постоянные конфликты. Так вот, для лентяев заговор, к коим я тоже отношусь, когда дело касается того, чтобы для себя что-нибудь начитать. Так что уж не думайте, что вы одни такие ленивые задницы. Если надо для себя что-то читать, я... Да, сейчас, через 15 минут, через полчаса, через 2 часа, завтра прочитаю, через 3 дня, и вот так. Но в отличие от меня, у вас есть время это сделать, потому что мне нужно отвечать, мне нужно там отвечать, тут отвечать, и, собственно говоря, у меня времени просто в обрез. У вас оно есть. Вы приходите домой, все, вы свою работу сделали, теперь это ваше время. Все, что вне работы, это ваше личное время, вы можете этим заниматься. Моя работа круглосуточная. Перед тем, как лечь спать, даже лежа в постели, можете прочитать этот заговор. Прочтите 6 раз, желательно 6 раз, и ложитесь спать постоянно. Поддерживайте свою жизненную энергию и энергию денег. Потому что ритуалы на удачу и на деньги, они не только деньги дают, они еще усиливают жизненную энергию человека. Заговор следующий. Деньги, деньги, мне лень вас искать. Сами меня найдите, сами ко мне придите. С юга, с запада, с востока, с севера, со всех стран. Золотые и серебряные, бумажные и медные, всякие деньги. Большие и малые. С неба спускайтесь, с земли поднимайтесь, с ветрами придите, с дождями сойдите. Всюду и везде меня найдите. Утром встану, вас в своем доме застану. В сундуках моих собирайтесь, в кошельках моих приумножайтесь. С утра вас жду, столы накрыты, двери перед вами открыты. Придите, 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 меня озолотите. Да будет так и так будет, заклинаю. И другой совет. Можете вытащить свои карты банковские, положить куда-нибудь в недоступном для детей и собак месте, и сверху класть деньги, просто монеты, там, купюры, что угодно, то есть любой эквивалент денег, начитать и пойти спать, если у вас все время приходит на карту. И результат, собственно говоря, вас приятно удивит. Еще раз говорю, друзья мои, как бы вот некоторые... Вот она зациклена на деньгах. Слушайте, я не зациклена на деньгах. Я знаю, что мир зациклен на деньгах. Поэтому я помогаю этому миру достичь своей мечты. Я знаю, что разумный человек, что человек зрелый, понимает, что вначале материальное, потом все остальное. Материальное. Мы хотим дать детям образование, деньги нужны. Мы хотим, чтобы у нас транспорт был, деньги нужны. Они все время обновляются, там что-то ломается, что-то надо менять, деньги нужны. Что еще? Нам дом нужен, чтобы жить, деньги нужны. Нам нужно платить за газ, за воду, за все на свете. Правда ведь? На все нужно материальное для начала. Для качественной жизни нужны материальные основы. А потом уже, знаешь ли, когда человек живет в достатке, когда человек самостоятельный, когда человек живет в свое удовольствие, обязательно найдется и нужные люди, и друзья. И в конце концов, ту же собаку на улице, чтобы покормить, тебе нужно иметь для себя сначала еду, потом этой собаке дать. Если тебе есть нечего, никакого толку от тебя мирозданию нет. И собаке тоже. Ты не сможешь помочь собаке, если у тебя нечем есть, понимаете? Люди ходят в театр, в кино, в ресторан и в прочие места культурные, когда уже другие материальные вопросы более-менее решены. Тебе не до театра, не до кинотеатра, не до каких-то там мероприятий, когда твоим детям завтра есть нечего, когда лечиться нужно, денег нет. Правда, согласны? Мозг уже не работает ни в каком направлении, пока человек проблему не решит, ему ни до чего. Только тогда задумываемся о том, чтобы еще что-нибудь, куда-нибудь дополнительно пойти, когда в материальном плане более-менее мы как бы подкреплены. Да и вообще, скажите мне честно, вот нахрен нужен человек, который
ничего не делает в этом мире. То есть у него нет никаких стремлений, целей, ничего. Вот кому он нужен? Когда показывают, вот отшельники живут в лесу, святые люди. А чем они святые, можно узнать? Что они сделали в лесу? Хорошо, в лесу жили, люди приходят, они их лечат, святые люди. Люди пришли, они учат их жить, как нужно, что нужно. Святые люди, ладно. Ну, о чем вообще? Человек должен приносить пользу, а иначе от него никакого толку. А чтобы приносить пользу, больше всего надо стремиться к материальной самостоятельности. Только тогда ты можешь другим в том числе помочь. И как у меня дядя говорил, когда мои деньги появились, у меня язык стал длиннее. Вот так и бывает, потому что пока ты зависишь от родителей, от кого-то еще, от обстоятельств, от какого-то самодура начальника безмозглого, который на всех орет и срывает свою вот эту вот ущербность, ты, собственно, молчишь и подчиняешься, потому что выхода нет. А когда ты самостоятельный, когда ты нормально зарабатываешь, у тебя язык длинный и прав больше, понимаете? Как там, у кого много обязанностей, у того много прав. Вот и все. Всем удачи и всех благ.